Северный ветер рвал кроны деревьев в заснеженном лесу неподалеку от Фэрбенкса на Аляске. Майкл Уоррен, полевой биолог, ускорял шаг, крепко держа за руку свою 12-летнюю дочь Лили. Погода стремительно портилась, и они старались успеть домой до начала метели. Впереди по глубокому снегу уверенно бежали две немецкие овчарки – Макс и Джек, прокладывая путь через сугробы. Внезапно Макс резко остановился. Его тело напряглось, уши насторожились, а нос был направлен в сторону неглубокого оврага. Не издав ни звука, он рванул туда, и Джек сразу последовал за ним. Лили испуганно вскрикнула, заметив, как собаки застыли над темным пятном на снегу. Подойдя ближе, Майкл почувствовал, как внутри все жалось. Перед ними лежал маленький тигренок, едва живой, с пропитанной кровью шерстью и следами ран. Его тело дрожало от холода, дыхание было слабым и неровным. Янтарные глаза с трудом открывались, словно цепляясь за жизнь. Осмотревшись, Майкл заметил тревожные детали: следы тяжелых ботинок, пустые гильзы и кровавую полосу, уходящую в лес. Все говорило о браконьерах. Скорее всего, мать тигренка была убита, а детеныши просто бросили умирать. Как ученый, Майкл всегда придерживался принципа невмешательства в дикую природу. Но сейчас перед ним было не естественное испытание, а результат человеческой жестокости. Он понял, оставить тигренка означало подписать ему приговор. Собаки вели себя необычно спокойно. Макс осторожно лизнул тигренка в голову и тихо заскулил, словно настаивая на решении. Это стало последней точкой. Майкл аккуратно завернул малыша в куртку и понес к дому. Жена Майкла, Сара Уоррен, ветеринар с большим опытом, была потрясена, но сразу перешла в рабочий режим. Осмотр показал сильное переохлаждение, истощение и травмы. Она не была уверена, что тигренок переживет ночь. Однако утром произошло неожиданное. Тигренок выжил. Более того, он лежал в центре импровизированного гнезда, а Макс и Джек всю ночь согревали его своими телами. В его взгляде появилась искра любопытства. Лили дала ему имя Лео, короткое и сильное. В последующие дни снежная буря полностью отрезала дом от внешнего мира. Эта изоляция дала Лео время восстановиться. С каждым днем он креп, а раны затягивались. Но самое странное проявилось позже. Лео начал копировать поведение собак. Он садился рядом с Максом, повторяя его позу, приходил на зов, играл с Джеком и даже пытался издавать звуки, похожие на лай. Его движения все меньше напоминали кошачьи и все больше собачьи. Прошло несколько месяцев. Лео вырос в сильного молодого тигра, оставаясь при этом частью стаи. Он патрулировал территорию вместе с собаками, спал между ними и реагировал на команды. Это было нечто, чего Майкл не встречал ни в одной научной работе. Видео с Лео, снятые Лили и выложенные в сеть, быстро разошлись по интернету. Вместе с популярностью пришло внимание властей. Инспектор службы охраны природы Роберт Кларк прибыл с проверкой. Закон был однозначен: дикого хищника нельзя держать в доме. Несмотря на поданное заявление, пришел отказ. Лео должны были перевести в заповедник для возвращения в дикую среду. День разлуки стал тяжелым для всех, особенно для собак, которые не отходили от тигра ни на шаг. Лео выпустили в заповедной зоне за сотни километров от дома и оснастили GPS-ошейником. Первые дни он хаотично передвигался, но затем его маршрут стал пугающе прямым. Он шел в одном направлении – обратно. Данные показывали, как он пересекал реки, обходил дороги, избегал людей и даже вступил в схватку с бурым медведем. Несмотря на ранения, он продолжал путь. На 12-й день сигнал исчез. Семья была в отчаянии. Но спустя еще 3 суток, поздним вечером, Макс и Джек внезапно сорвались с места и бросились к двери. Во дворе, в свете прожектора, стоял Лео. Исхудавший, раненый, без ошейника, но живой. И вместо тигриного рыка он издал странный, гортанный звук, больше похожий на лай. Позже специалисты подтвердили: Лео прошел более 200 километров по прямой, руководствуясь не инстинктом, а привязанностью. Этот случай признали уникальным. Семье выдали специальное разрешение, а история Лео стала частью международного исследования. Спустя год Лео вырос в могучего тигра, но каждый вечер
Он по-прежнему сидел на холме между двумя овчарками, глядя на дом. Иногда семья – это не вид и не происхождение. Иногда семья – это те, к кому ты возвращаешься, несмотря ни на что.